Всем привет! Сегодня хочу вам показать еще один узор. Этот узор вяжется тунисским крючком. Вот так вот он выглядит с лица. Но изнанка тоже очень эффектная, похожа на платочную вязку спицами. Для начала наберем необходимое нам количество воздушных петель. Я наберу 10 петель, буду вязать обычным крючком, потому что у меня образец небольшой. Тунисский крючок выглядит немного по-другому. Он длинный, либо от этого конца у него еще отходит длинная проволока. Петли набрали и начинаем провязывать. Первую петельку пропускаем, во вторую вводим крючок, захватываем нитку и оставляем ее на крючке, не провязывая. Дальше заходим в следующую петлю, также захватываем нитку и оставляем на крючке. И таким образом проделываем со всеми петлями. Вот так. Дальше начинаем провязывать петли в обратном направлении. Первая петелька, она у нас будет кромочная, мы ее всегда будем провязывать одиночной. Захватываем рабочую нить и провязываем через эту последнюю петлю. Дальше все остальные петельки мы будем провязывать по 2. Захватываем рабочую нить и пропускаем через 2 петли на крючке. Дальше снова захватываем через 2 петли, снова через 2. И так вяжем до конца, пока на крючке не останется у нас одна петля. Вот таким образом мы с вами связали первый ряд. Со следующего ряда начинаем формировать узор. Здесь у нас образовались вот такие прямые перемычки. Вот за них мы и будем заводить крючок. Первую перемычку пропускаем, под вторую вводим крючок, захватываем рабочую нить и провязываем. Следующую вертикальную перемычку будем захватывать с другой стороны, вот таким образом. Заводим крючок под нее, захватываем рабочую нить и провязываем. Опять же, вот эти вот петельки на крючке у нас собираются, мы их не провязываем. Следующую петлю снова справа налево вводим крючок, захватываем рабочую нить, провязываем. Следующую петельку снова крючок слева направо, захватываем рабочую нить, провязываем. Справа налево, провязываем. Слева направо, провязываем. И так вяжем до конца этого ряда. У нас осталась последняя петля, вот она кромочная. Если развернуть вот таким образом, мы увидим, что здесь у нас вот такие вот 2 петельки. И вот под них мы всегда будем провязывать последнюю кромочную петлю. Вводим крючок под обе эти петли, захватываем рабочую нить и вытягиваем. Дальше начинаем провязывать петли в обратную сторону. Как я уже говорила, кромочную петлю с левой стороны мы всегда провязываем одиночной. И дальше все петли провязываем по 2. Все последующие ряды будем вязать аналогично провязанному. Первую вот эту петельку, перемычку вертикальную пропускаем. Вот вторую крючок заводим справа налево, захватываем рабочую нить, вытягиваем. Под следующую перемычку слева направо захватываем рабочую нить, вытягиваем.
справа налево, слева направо и так далее до конца. Все довольно просто, но узоры тунисским крючком получаются очень эффектные. Дошли до конца и последнюю кромочную петельку провязываем за обе петли, вытягиваем рабочую нить и начинаем вязать в обратном направлении кромочную одиночную, дальше по 2. Следующий ряд все аналогично. Провязав нужное количество рядов, мы будем закрывать вязание также согласно нашему узору. Заводим крючок под первую петельку, точнее под вторую вертикальную перемычку. Справа налево захватываем рабочую нить и пропускаем через эту петлю и через следующую. Под следующую перемычку, как мы уже вязали ранее, заводим крючок слева направо, захватываем нитку, пропускаем через эту петлю и через следующую. Каждый раз на крючке у нас остается одна петля. Получается красивая кромка косичкой. Так же, как и набор петель. И последние петельки. Захватываем 2 и протягиваем через последнюю петлю. И вот такой красивый узор у нас получился. Очень интересно смотрится. Можно им связать, например, чехол на подушку или какие-то декоративные салфетки. Очень необычно и красиво, эффектно смотрится.